Джуля, добрый день. Добрый день, Геннадий. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Джулия войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь, приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Джулия, прими самое удобное положение для твоего тела и расслабляйся. А теперь, Джулия, я посчитаю от 1 до 3. И на счете 3 ты подключишься ко всей информации, правдивой, про мавзолей Ленина. 1, 2, 3. Так, теперь на счете 3 ты скажешь, считаешь информацию, какая первичная геометрическая форма, помимо пирамиды, лежит в основе мавзолея, и какова ее изначальная сакральная функция. 1, 2, 3. Первое, что идет, пятый угол, который собирает энергию. Она в себя всасывает. И это как портал открытый. Да. Что-то еще считываешь? Какова ее? Это как дыра черная. И мне так показывает, что под землей идет какие-то скрытые геометрические фигуры вниз. Мгм. Как спираль, как какие-то лестница какая-то закругленная, подземный город. Мгм. Да, Хорошо. Как ориентация мавзолея относительно сторон света и других объектов Кремля создает энергетический рисунок? мне так идет, что как бы в самом центре оно идет, как центральная, так интересно показывает значок э, октябренка, да, когда звездочкой Ленин стоял, вот голова его звездочки. И тут я бы сказала так, вот как в середине мавзолей. Почему-то идет как звезда. Рисуется звезда там. Энергетически. Это что за звезда? Это С одной стороны, как человек, как пентаграмма человека, а с другой стороны, это как лицо Бафомета, мгм, когда рога и бородка. Ее перевернута можно вниз. перевернуто, да. То есть это И- 2 звезды. Да. И одна налаживается на другую. И на человека налаживается демоническая суть. Что это означает одна на другую? Это ее можно легко перевернуть. Нет, там магические ритуалы есть.
Вообще там лучше не ходить. Вокруг этого портала оно Мгм. засасывает, и я бы сказала, даже судьбу меняет человека, подключает к энергетическим сущностям. Мгм. Ты сам туда пошел, ты сам прошел вокруг, и ты вообще теперь я как стою, меня аж трясет немножко. Очень большая некротическая энергия, очень много костей захоронено под землей, и непростых костей. Энергетически очень тяжелое место. Да. Что представляет собой точка внутри мавзолея, где усыпальница с точки зрения концентрации силы или портала? Признаться, я там никогда не была, даже не видела, не хочу даже туда как бы. Но что я вижу, что свет идет такой красненький. Я не знаю, физика это и тонкий или тонкий. И одна рука сжатая, а другая открытая. И он идет как Ленин, как динамо, которая собирает и отдает энергию, как через него проходит энергия вверх, по пирамидке вверх. Вот. Мгм. То есть точка внутри мавзолея, где усыпальница, она является Энергетическая, как, концентратор энергии, да? да, Или, то есть фокус, где энергия собирается, да, и куда она передается. э, такой как невидимый портал над Кремлем стоит. То есть это Подпитка, над Кремлем подпитка. или над мавзолеем находится? Над Кремлем вся, Над вся, вся Кремлем, эта да? территория идет. То есть это вместе с Кремлем мавзолей формирует определенную... Защиту, защиту энергетическую, магическую. Мгм, Такой как энергетический непрогляд. мгм. Он как собака, знаешь, которая на цепи привязана и не пускает никого близко. То есть это точка сбора энергии, которая используется как... Одно из. Там есть какая-то наиболее важная задача, но тем самым и собирает энергию людей, проходящих мимо и заходящих. Мне так идет, что последнее время что-то происходит там с мавзолеем. Какие-то... Мне так идет, что люди делают какие-то людские ритуалы, чтобы закрыть этот портал, и им получается, они достигают какой-то цели, и вот тогда мавзолей закрывает на какие-то работы, Мгм, переделывает что-то, и опять как только открывает, какие-то люди приходят и бросают что-то вокруг с какими-то человеческими намерениями, и мавзолей перестает работать. Это как вот идет пропеллер, и там засовывает деревяшку, и он останавливается. Что-то похожее происходит на
тонком плане тоже, ну, даже на физике, я бы сказала, переходит. И закрывается мавзолей опять для новой работы. То есть он уже не работает так, как он работал прежде. Мгм. Вся система рушится там. Такое ощущение, что вот все на тонком плане стены рушатся, и сам Кремль рушится. Вот как если свеча горит и стекает воск. Вот такое я вижу энергетически происходит с Кремлем. Да. Хорошо. Какова символическая роль ступень, ступней, ступеней, которые, у которых есть у Кремля, у Мавзолея? Почему-то мне идет, что это какое-то магическое число ступеней. Если считать их. Все, что вокруг мавзолея, в самом мавзолее сделано по правилам символики. Это как магические знаки, как закрыть, открыть, собрать энергию. Там Сакральная геометрия используема. вот благодарю, да, сакральная геометрия. Сакральная геометрия, вот эти все ступенечки на стенах идет как генератор, генератор. Какие скрытые символы или знаки заложены в структуре здания и ее отделки? Что-то египетское, что-то связано с тотом, тотом. Это бог, который вот смерти. Там Мгм. есть какие-то символи. Ну, да, я поняла. Это потому, что мумификация идет, как бы они говорят с египетских фараонов, хотя это вообще другое. Но вот эта символика, которую несет сам э, мавзолей, он Мгм. несет символику, что фараонов забальзамировали, и тут Мгм. Ленина тоже забальзамировали. Вот потому это тот там стоит тоже. Ну, как бы на тонком плане. А вообще там красный гранит везде. Он впитывает энергию. Красный гранит. Ты Да. видишь еще какие-то знаки, которые присутствуют только в энергетике места? Вообще знаков я никаких таких не вижу, кроме серп и молот там где-то есть, такие как бы коммунистические. Но это больше скрытая тема, чем вот на виду. Сейчас это больше все символически. Да мне вообще идет, что там сам Ленин, что там как кукла лежит. Он сам где-то, где он не предан земле, он где-то в другом месте и находится. Разве это не его тело? Мне идет, что нет. Энергетика, вот осталось что-то там такое, но если я вот пытаюсь просмотреть, аж сердце выколет. Э, у меня такое идет, что там вот восковая кукла, знаешь, как мадам Тюссо музей есть. Мгм. Вот что-то такое. А посмотри, по какой причине его тело находится в другом месте?
почему-то его очень важно сохранить. Это какая-то определенная среда, в которой он Мгм. находится, Да, для того, чтобы лучше да, сохранить. да. Ты знаешь, мне опять идет это стихотворение, которое мы выучивали даже вот как бы в наших школах. Ленин жил, Ленин живет, и он будет жить. Мгм. Вот какая такая мантра, что вот он не может умереть. Есть какая-то магическая, какой-то магический смысл, что его нельзя предать земле. На нем очень много всего повешено, То есть он является как живой, как какой-то ключ, да, который... ключ какой-то информации, кото- каким-то, где даже идет какие-то родовые деньги. Ой, я даже не знаю, что тут идет родовое, что-то, родовые какие-то депозиты, деньги, Мгм. э, что-то на нем есть записано, что если он вот умирает, его предать земле официально, кто-то Это что-то аннулируется, да? аннулируется, да, Мгм. да, Какие-то векселя. да. Это больше, если говорим векселя, это как бумаги какие-то, Мгм. которые меняются каждый там поколение, Мгм. становится как туалетная бумага. А тут Какие-то что-то финансовые между, обязательства. это что-то между небом и землей, я бы так сказала. Мгм. Это больше, чем человеческое. Хорошо. Как материалы используются для управления энергией или резонанса в мавзолее? Гранит, мрамор. Да, я это проговаривала, но вот я сейчас смотрю, и мне идет, что как поломанная мельница. Что-то меняется. Это из-за того, что есть внедрение человеческой воли в это остановить. Людей, которые понимают и знают. Они тихорем это все делают. Есть энергетическое поле Земли, которое меняется и закрывает и аннулирует эту энергетику. Вот сама Земля начинает бороться с раковыми клетками, и она сама закрывает, то есть помогает закрыть вот эти порталы, которые самые такие низковибрационные идет. А то, что помогало, скажем, 70 лет назад, оно уже начинает теряет свою силу. Надо запускать какие-то новые процессы для того, чтобы обновить сборку энергии. А на это ни денег, ни энергии уже не хватает, потому что новая энергия, она создает условия для расширения и процветания, а не для того, чтобы закрывать и идти в тьму. Энергия меняется. Да, Как цветовая гамма мавзолея работает на энергетическом и психологическом уровне? на низких чакрах все идет. На двух первых идет подключение к... А черный цвет там присутствует? Да, Это есть. как-то еще... Сейчас. Красно-черный, да, красно-черный идет. И оранжевый. Этот черный цвет, куда он?
Он просто как гамма такая Мгм. для, Контраста. для контраста, который включает внутри скорбь, обиду, страх. У каждого, который заходит туда, знаешь, мурашки немножко по телу проходят. Он высвобождает эти энергии, Мгм, которые мгм. притягиваются. Да, да, да. Какова истинная символическая функция забальзамированного тела Ленина в этом месте? Но я вот проговорила, что тут еще, как бы говорят о том, что вот вспомнить вождя, а на самом деле что-то связано с родовым наследствием народа или народов. Эта информация, она очень запутанная. Я пытаюсь ее просмотреть, а там как паутина. Это Больше идет очень много информации, которая запутанная и спрятанная, но она будет открыта и довольно быстро, скоро. антенна, батарея, ключ. Что тебе из этих слов? Ключ. И Ключ. сперва идет, да, это ключ, это ключ. Можно сказать и батарея, и антенна, но в первую очередь это То ключ. есть многозадачность у этого. Многоходовка. Да. Для нас, вот для смертных, это одна идея, а на самом деле там очень много всего скрыто. Для нас, Для нас бессмертных, Мгм. это другое. Да, но до этого надо докопаться. Э, Каждый, каждому открывается по мере его осознания, да? да, но будет открываться все больше и больше. Понимаешь, я просматриваю, вот это такой, как гриб закрытый, как купол закрытый, и он приподнимается, приподнимается и высвобождает вот эти энергии, которые были закрыты там. И идет время, когда уже они не сможет эту энергию больше закрывать. И мне так показывает, что вот эти купола, они поднимаются из Кремля, из Ватикана, и с вот Лондон-Сити, да, тут вся банковская система, и Вашингтон, там это Белый дом. Отсюда, где были закрыты эти купола, для того, чтобы манипулировать человеческим разумом, они как занавес поднимается, эти купола освобождается. Время еще не пришло, но по-старому тоже уже не может руководить людьми. Эти порталы, эти системы, которые владели и управляли человеческим разумом, они перестают работать так, как они работали еще совсем недавно. Как процедура бальзамирования и сохранения тела связаны с древними оккультными практиками бессмертия или удержания силы? Душа не освобождается. Душа вот через эти ритуалы, она остается вот, знаешь, такое ощущение, что ее просто вот эту душу ловит куда-то. Она даже в астрал не уходит. Ее просто ловит и ломает куда-то.
запечатает. А посмотри на счете 3, где она находится в данный момент. 1, 2, 3. Она в Кремле находится. Где-то в сарае там. Она как вот скрытый заложник, как заложенная душа. Она не может ни подняться, ни спуститься. То есть неупокоенная душа. Мгм. Злая, как собака. Мгм. Бросается на все и во вся. Какие... Отключись от этой души. 1, 2, Мгм. 3. Да, благодарю. Какие специфические ритуалы, известные или скрытые, проводились внутри мавзолея при его открытии и в первые десятилетия его существования? Э, Ты знаешь, проходили какие-то вот, я бы сказала, сатанинские, но это не то. Какие-то особенные ритуалы. Тебе это неизвестные ритуалы? Нет. Ну, то есть я как бы не участвовала ни при Мгм. одном ритуале, Хорошо, Джуля. но это... Сейчас, 2 секунды, дай мне. Это какие-то Мгм. древнеязыческие ритуалы. Хорошо, Джуля, на счете 3 я рядом с тобой. Мгм. Я также просматриваю все это. 1, 2, 3. И на счете 3 я тебе рассказываю об этих ритуалах и что они означают и откуда они. 1, 2, 3. Мгм. Я слышу. Э, Древнеегипетская система фараонов для того, чтобы не умереть, а быть вечно живым. Есть система, по которой они думают, что они идут в какую-то долину, а на самом деле их привязывает к мумифицированному телу. И так их при- э, они не могут возродиться, они не могут полностью вернуться в круг сансары. На возрождение они приходят уже не как фараоны, на что они надеялись, а приходят как рабы, их закрывает. Или они остаются при теле. У них такая возможность остается или остаться э, закрытым, или Полностью возвратиться, душой, да? да, душой, которая начинает все сначала, с нуля. А спроси меня, в этих процедурах, в этих есть также манипуляция с внутренними органами? Э, Они ставятся в какие-то сосуды, как Да, при египетских? их вытаскивает Мгм. и ставит отдельно в какие-то вот жидкости. Мгм. Жидкости, которые, вот если взять Египет и взять сегодняшний день, мы знаем, вот эта вонючка какая-то вот смесь, которую вот, жидкость, которую Мгм. ложат
А там идет какое-то космическое. Там идет как бы энергетически передается информация наверх, обратно архонтам, потому что они принадлежат им, они одни из них. Мгм. И вот как бы возвращается туда, То есть эта энергия, внутренности. Да, эта энергия поступает к ним. да. Вся эта система энергетическая для приема, сбора Да, понимаешь, энергии они и как оставляют батарейку для того, чтобы они вырабатывали, мгм, высасывали энергию, через себя пропускали и поднимали вверх. мгм. Тем самым заражали вирусом энергетику Земли внизу. А проводится или проводились какие-то эти ритуалы в начале и последующие как бы годы? Даже сейчас проводятся ритуалы эти еще. Проводится, но на сегодняшний день они уже не работают. Вот что-то происходит, они за головы берутся, это уже не работает так, как оно работает. И Как они работало, придумают, да? да, и они придумывают новые какие-то системы для того, чтобы подключить человеческий разум, Мгм. подключить человеческий разум для того, чтобы владеть им. А вот отсюда и новые технологии, э, которые человеком уже владеют, новые системы, новые технологии идет, техногенные влияния. Потому что по-старому они не могут уже набрать тот гавах, ту Объем. энергетическую, да, энергетический объем, который им нужен для того, чтобы быть там, проживать. Хорошо, Джулия, на счете три отключаемся от того места. Один, два, Мгм. три. Как ежедневный или ежегодный ритуал смены караула влияет на энергетику места? Есть ли какая-то связь между вот этой сменой караула у Кремля, у Мавзолея? Вот на данный момент это больше как символика идет. Мгм, Люди приходят, отдает там, где внимание, туда энергия, но по сравнению то, что было прежде, это капельки, мгм. но остаются для как бы больше бизнес, чем какое-то вот большое влияние и помощь тем системам, которые построили это все для собрания Гаваха. Это подзарядка какая-то или стабилизация энергетическая? Объясни, пожалуйста, вопрос, в каком смысле То подзарядка? есть вот этот ежедневный ритуал смены караула, он как Все подзарядка поняла. вот этой? Через, через притягивание внимания тех, кто смотрит на этот ритуал. Это больше, как, знаешь, завели часы старые, и оно просто идет. То есть какая-то подзарядка маленькая, да? Да, То есть такая люди подзарядка. подключаются, и это еще притягивается внимание, а с вниманием уходит и энергия тем, Смотри, кто... и теперь есть намного сильнее места на Красной площади, которые притягивают больше человеческого внимания и высасывает больше энергии, чем Мгм. мавзолей. Он уже свое дело отработал. Это теперь как маленькая батарейка, которая там. Хорошо, хорошо. Продолжим, поскольку наше исследование сегодняшнее связано с мавзолеем. Какое энергетическое состояние или сознание пребывает в теле
в данный момент? Пустышка опять идет. Пустышка, да? То есть нету какой-то... Не могу считать вообще То есть ничего. только Это чисто, боль. чисто Мгм. образ, просто образ Образ. работает на сбор, да? Сама система, вот она, знаешь, как говорит в народе, намоленное место. Мгм. Вот люди идет с какими-то ожиданиями, и они приносят эти ожидания, и вот это место заряжает. Это энергия людей. А, Или через интерес простой, или просто забава. Но я бы сказала, лучше туда не идти. Даже Мгм. если там пустышка. Как бы для чего? Потому что сама система, вот она там все, Инерционная, работает да, на сбор. нас Хочешь ты или не хочешь ты, вытянуть, к себя вытянуть, будет вытягивать, да. мгм, Ты сам пришел, ты сам согласился, отдать. да, отдать. Тебя никто не звал. Мгм. Вот зашел, расплачивайся энергией. Оставь свою эту энергию, да? Да. Как тело взаимодействует с энергетической решеткой самого мавзолея и Красной площадью? Сперва открывается, высасывается, и потом, знаешь, такой, как в панцирь уложится. Вот как лимон зашел, открыл, выбросил. Э, Через интерес, Мгм. как знаешь, как ребенок, дети, да, а что там будет, как там будет, и открываются все э, чувствительные рецепторы, Мгм. запах, слух, глаза, кожа. Вот все рецепторы ожидают какого-то эффекта. И когда открываешься, конечно, тогда вот и тихо все. Ты просто проходишь мимо. Мне так идет, что там даже останавливаться не позволяет. Вот прошел, 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 Мгм. как вот как через какую-то дымку проходишь, и вот энергия остается там за этой дымкой. И ты как бы выходишь, сперва не очень-то и чувствуешь, что, но потом так присесть хочется, глаза Какая-то закрыть. пустота, да? Да, да, да. Где находится основной узел силы? Этот энергетический вихрь внутри или под мавзолеем? Под мавзолеем вот это Мгм. какая-то вот спираль вниз, Мгм. как бы и хотя там, знаешь, вот сказать вот это место, я бы не сказала единое место, какая-то точка. Идет, все работает на один процесс, на То есть целое сборке и вот, такое да, как manufacturing такое, да, мгм, такое вот. мгм. Все Такое для того, чтобы предприятие. расслабить предприятие, да, благодарю, расслабить, расположить, снять энергию и вот вытолкнуть. Мгм. Какие подземные водные потоки или геологические разломы приходятся под зданием и как они используются? Ты знаешь, там вообще какой-то другой город еще. Там другая Другая какая-то жизнь? я бы сказала, да. Есть несколько слоев. Есть канализации в метро, а потом за ними идет уже какой-то еще город.
Он многовековой или он... Да, он многовековой, но заселен сущностями, Мгм, которые не может выйти наружу. мгм. Они вот и пытаются вот тоже этим энергией Гаваха. Как мавзолей связан энергетически с другими ключевыми точками Кремля? Наполняет. То есть это Они вот как одно тоже, вот как м, один держит один угол, точку, то есть каждая башня, отвечает. там Мгм. каждый собор, каждый это какой-то определенный Геометрия, да, узел и в какой-то отвечает. системе общей, где мавзолей является как бы одной фокусирующей точкой для сбора и направления отдачи. Магическое, то, что происходит за стенами Кремля, вот эта темнота там какое-то. И мне так идет, можно там зайти когда-то, вот как бы как экскурсии в Кремль, но ты никогда не пойдешь туда, где не положено. Есть места, которые для мертвых, да, которые могут зайти, а все остальное там, там вообще другие энергии, там все другое. Там простой человек не зайдет, чтобы... Даже, знаешь, говорят, вот солдаты, там простой солдат тоже не придет. Там все есть, все проверено. Простой человек туда не... Смертный не зайдет. Одни Там... бессмертные. Да, Является ли мавзолей приемником, передатчиком или трансформатором определенных энергий? был. Был. Был приемником, трансформатором, отдатчиком. Но вот опять показывает, что вот, знаешь, что-то там поломалось, что-то там не работает. И Система как бы система, вот вся система ломается. не стала Советского Союза, Нет, не стало нет, октябрят, не стало комсомольцев, не стало пи- партии, пионеров забыл. пионеров, те, Мгм. которые носили Галстуки и значки, лицо которые являлись как бы подпитывали систему соз- и имидж, да. связующими вот этими чипами для этого символа, который... Отработал уже Мгм. свое, отработал. Это больше как, знаешь, исторический факт теперь, а не то, что кто-то вспоминает революцию, вспоминает вождя. Это больше идет как идея, как иллюзия. А А идея, сама идея восстановления Советского Союза, это что, попытка возродить вот этот ты механизм? знаешь, мне идет опять вот эти деньги. Это родовые эти наследства, это Мгм, связано мгм. с этим. Что-то там Кто-то пытается до этого докопаться. добраться, да? Ты знаешь, мне как идет? Вот бумаги, которые были тогда подписанные, они до сих пор имеют какую-то власть, какую-то силу в то время. То, что происходит здесь и сейчас с деньгами, с долларами, со всем, это идет как иллюзия, как обман. Мгм. Там золото? Вот, там золото, а тут бумага. Мгм, Да, да, благодарю, вот это и будет. Тут, мгм. тут все золото идет. И понимаешь, почему-то это золото не может взять просто так. Вот что-то не позволяет даже тем, которые там сидят, вот просто владеть этим золотом.
есть какая-то символическая сила, которая вообще не символическая. Вот знаешь, как говорит, когда человек проявляет свою волю, даже интерференты не имеют права, они отходят. Вот что-то тоже есть связано с этим, с волей человека, настоящего человека. Что-то, Какие, что им мгм, принадлежит. Да. хорошо. Какие лей-линии или энергетические линии сходятся или берут начало в этой точке, где находится мавзолей? Или это не так? Они переместили уже эти линии. Мне больше идет вот эта красивая такая церковь, которая там много куполов. Там теперь через религию, через религиозный эгрегор, там энергетическая сборка теперь идет. То есть, ну, Они переправляют эти линии. то есть церковь была намного раньше построена, если ты говоришь о... Но тогда еще она не была так запущена. В то время она была как больше как музей, да? Ну, там церковь была она, а теперь через религиозный эгрегор, так как все стали очень верующими, Собор Василия Блаженного? да, наверное. Но он такой, как бы много куполов Мгм, разных мгм, там. Вот они перебросили, если сперва вера была в коммунизм, теперь возвратилась вера в веру. мгм. И эти каналы, они как бы перебрасываются. Ты знаешь, если мне так показывает, вот в ближайшем, когда летающая тарелка спустится на Кремле, и этот корабль останется там в середине, вот тогда эта энергетическая ветка, она перебросится через, ну как бы они сами по ситуации перебрасывает, как троллейбусная линия. Тут поломалась, тут уже дальше не идет, перебрасывает в другую. Мгм. На другие линии, да? Да, это по ситуации и по энергетическому развитию Джулия, человека. а сейчас на счете три я тебе транслирую телепатические изображения, снятое несколько лет тому назад, которое показывает, как пирамида, ночью пирамида, она все-таки снижается над Кремлем. На счете три ты это все визуализируешь. Один, два, три. Что это за визит? Это иллюзия. Это, знаешь, как вот говорит Блюбим? Блюбим, да. Это вот не просто так вот про корабль мне проговорили. Надо было провести другую энергетическую линию. Вот и Перенаправить интерес, перенаправить интерес. то есть мысленно как бы. Мгм. Да, да-да-да-да-да, так и есть. Хорошо. А теперь 2 ты мне... секунды. Мгм. Мгм. Ты знаешь, мне идет, что это и иллюзия, вот эти все цвета, но на самом деле вот эти корабли, государство имеет секретные корабли, вот такие, Мгм. как пирамиды, как тарелки. Они давно изготовили, они прячут их для лучших времен. И для того, чтобы как бы план какой-то есть нападения с космоса, и вот именно их использовать для э, того, чтобы испугать народ. Для паники, да? Для паники, для того, чтобы ими управлять и получить то, что им Мгм. хочется. А хочется, чтобы люди начали просить помощи и сказать, что, пожалуйста, вот
мы вам даем свою волю, свою силу, уберите их отсюда, потому что они уничтожают наши города. Да. А теперь на счете 3, Джульет, тебе придет информация. Если были в числе тех архитекторов и идеологов проекта такие, которые обладали эзотерическими знаниями и вложил их в проект. 1, 2, 3. А других туда не подпускает. Мгм, Все идет, все архитекторы, они должны пройти посвящение мгм, и учебу в определенных кругах, чтобы знать, что куда ставить. И как знаешь, как ты инженер и знаешь, кто к чему подключить, чтобы это работало, мгм. чтобы электричество пошел. Вот то же самое у них. Каждая деталь, она работает для того, чтобы забирать, отдавать энергию. И также, если ты хочешь быть продвинутым архитектором, ты должен быть в кругах, Под которые контролем, да? под контролем, да, Мгм. да. Ты можешь быть архитектором свободным, но ты так и останешься свободным архитектором. Непонятым, Да, не принято, никем. да. А если хочешь работать на систему, ты должен быть в системе и служить системе тоже. Тогда система дает тебе награду, а просто так она никого не принимает. Да. Какие конкретные древние культы или сакральные традиции были сознательно использованы как прообраз этого проекта? А тут смешанное Мгм. несколько Из, из, систем. из тех, которые известны были, да? Да, да. Это Какие вот именно? это Мексика, вот это М, Панчу, Санчо, что-то мгм. Пико. Ну, связаны со строительством пирамид. Пирамид. Они такие вот вот как лестницы пирамиды, да? Сейчас, ну это Мексика, э, Перу, 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 пусть говорит, как вот там Перу. Потом египетская, конечно, для самого э, Зиккураты — з- это ступенчатые пирамиды. да, да. Это же Месопотамия. Смотри. И теперь просматриваю все. Что-то связано с шумерами изначально. Идет египетская тоже. Идет, да все связано понемножку. Знаешь, даже идет такая Они все связаны между собой. между собой, вот именно. Мгм. Вот идет эта информация, что нам проговаривает, что это разные как бы времена и разные традиции, но оно все связывается в одно, оно соединяется в одно. Какова была роль мавзолея в ритуалах советской власти? Вот эти парады, выступления с трибунов. Это что? Это ритуалы? Это ритуалы, это как знамя силы, как... Мне вообще такое ощущение, когда там эти лидеры стояли, вот Мгм. на, на балконе мавзолея, мне идет такой энергетический вот посыл, что они стоят на очень много костей. Вот что эта вот гора, она вся из костей. Вот как победитель.
как демон стоит на горе костей. Вот Это такая что, идет опять те ритуалы жертвенные, которые... жертвенная, да, что мы никогда не забудем войну, и мы никогда не перестанем воевать. А вот это... Чтобы не забыть войну, надо не перестать воевать. Извини, да. Мгм. А вот эти парады и военные парады, это что? Это показ лояльности? Накачивание. И Нет, это это что? накачивание. Это они все жертвуют этим, которые там наверху, с собой? Да, да. Накачивает вот этого демона. Мгм. Дает силу. Присягу дает, что не буду жалеть своей живости. Отдам последнюю каплю крови. И так как это транслируется через все Подключаются все, которые, смотрят, и мгм, даже те, которые не смотрят, через родителей, которые знают просто, когда это состоится, да? да, через, вот, например, бабушка, дедушка смотрят, у них уже включается эта вирусная Мгм, программа. мгм, Внучок 5 лет подходит, обнимает их, и у него сразу включается вот это мгм. патриотическое до последней капли защищать родину. Ты, сынок, вырастешь, будешь родину защищать, жизни своей не пожалеешь. Мгм. А родину защищать надо. Деды твои защищали, родители Отцы защищали. Мгм. И и ты тебе. будешь. Да, вот идет эта То есть, программа. программа не защита, а программа жертвенности, да? Уничтожение. Уничтожение другого и уничтожение себя. Какова связь идей вечного вождя в центре государства с архетипами короля-жреца или центра мира? Сейчас посмотрю. Всегда нужен кто-то, на кого-то равняться. Нужен кто-то, от кого взять пример. И Идол. идол, да. И сам человек, он бы сидел и радовался жизни. Ему не надо ни с кем воевать. Природа его есть жить, любить, радоваться жизни, расти детей, строить дом, садить деревья. А когда сидит вот демон, который пытается разделять и властвовать, говорить, кто хороший, кто плохой, кто прав, кто не прав. И простой человек, которому и так хорошо, ему доказывать, что надо оставить семью, оставить детей, идти бороться за идеи какого-то идеала, идеи, которая ему вообще не принадлежит. Они между собой, вот эти вожди, идеалы, они договариваются. Если им плохо, пусть они между собой и воюют. Идет, разговаривает, на дуэль вызывает. Но это нет не в том проблема. Проблема в том, что надо народы поссорить. И пока люди не понимают этого, они так и будут гибнуть и начинать реинкарнации сначала и опять гибнуть, пока не поймет, что разделение это во благо демонам, а человеки, люди, они сильны, когда они соединены. Это как взять метлу и стараться поломать ее всю. Или взять по одной палочке и поломать по одной. Когда все вместе, невозможно их поломать. А вот разделяй, вот для того и эти лидеры, они их и подняли для того, чтобы разделять.
народы. Мой лидер лучше, чем твой. Он выше стоит. Твой плохой, а мой хороший. Давай руку ломать друг другу. Да. Как мавзолей влияет на коллективное бессознательное и национальную идентичность народа? Ну, если просмотреть на энергетическом, это больше энергетически как открытка, которую посылаешь родственнику из Москвы. То Жалко, что есть, тебя здесь нету. На данный момент, вот я говорю просто про данный момент, мгм. вот как Ленин там пустышка, и Мавзолей становится как пустышка. То есть фраза «Мы сильны, с нами Бог, с нами идол» уже Нет, не звучит как раньше, да? э, потому что люди больше и больше, они осознают силу в себе. Они не хотят следовать идолам, они уже не хотят следовать священникам, они не хотят следовать политикам, потому что маски падают, и они видят всю ложь и весь обман. И осознание идет, что правда, она только внутри. Вот если тебе мурашки по телу идут и радостно, значит это хорошо. А если в сердце кошки скребут, вот это плохо. И неважно, кто что говорят. Идол твой в книгах объясняет, как надо жить. Э, Политический лидер говорит, что тебе идти с кем-то воевать. Или священник говорит, кому тебе верить и кому не верить. И с кем не дружить. Это все внутри. И много людей, так как они уже отключаются от вот этих системных объектов, они, как только ты отключаешься, ты начинаешь обретать силу внутри себя, обретаешь веру в себя и перестаешь надеяться на кого-то, потому что по вере твоей и будет тебе дано, по вере той, что если ты вокруг себя создаешь свет и любовь, вокруг тебя есть свет и любовь, внутри свет и любовь и вокруг тебя. А если ты создаешь сплетня, обиду и осуждение внутри себя, то у тебя вокруг и будет. И неважно, какие лидеры стоят рядом. Это как бы только от того, что отвести взгляд от самого себя. Да. Какова преобладающая эмоциональная или ментальная вибрация, исходящая от самого мавзолея? Сперва, вот даже я бы сказала, 5-10 лет назад это было огромный портал, вытягивающий энергию людей. На данный момент вот я иду вокруг, так как ты меня все раз, как бы похожие вопросы задаешь, и я каждый раз захожу, вот иду вокруг, и вот такое чувство у меня, что я иду по каким-то вот старый дом запущенный, и я иду просто просмотреть, Мгм. как бы не чувствую ни То есть страха, ни заброшенность, то есть заброшенность нет того чувствуется. интереса, который Нет, раньше был. нет. И вот эта вибрация, которая, она не настолько сильно Она влияет, есть. но она не влияет. Но раньше какая вибрация? Что был? Страх? Что там был? Гордыня за То свое есть, отечество, мгм, она мгм, включается порыв, патриотизм. мгм, Вот, патриотизм, а патриотизм это значит, что я лучше, чем другой. мгм, Я знаю, как надо, и я вам всем покажу, как надо. А если не послушаешь, докажу, как надо. мгм. Но я знаю, потому что я прав.
За мной сила, за мной Ленин. Вот идет такое. Да. Как ты воспринимаешь состояние энергии внутри саркофага? Они статичны, Ой, динамичны? и негативно. Еще там, Нет, негативно, да, но они статичны или динамичны? Они двигаются, они все время это меняются. как болото. Она Болото. как болото, темная, вонючая, глубокая. Сейчас, да? Я сейчас А какова просматриваю. была в начале? Это 30-е годы, А 40-е. тогда там просто энергия. Сейчас там как землетрясение и вулканы идет. То есть там энергетический Разрушение идет. Нил Да, тек, да? да, 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 да. Чувствовалось, что там, знаешь, ноги, э, вот земля из-под ног уходит, и вот на голову сыпется какие-то Мгм. энергии такие тяжелые. Идет даже какое-то переформатирование сущности внутри тебя. Знаешь, зашел одним, вышел другим. Зашел спокойным, радостным, а вышел уже солдатом, готовым идти Мгм. в бой. Мгм. С определенными программами, да? Да, сразу программы какие-то, да, Мгм. записывается. Есть ли какие-то эфирные записи вокруг мавзолея, связанные с его созданием и ключевыми событиями? Какая-то Это как информация, которая там есть, записана на эфире? здесь и сейчас. Да. Вот вся информация. Ты знаешь, опять-таки мне показывает людей, которые бросают какие-то, что-то там они, какой-то порошок, что-то они, и информацию они закрывают. Я про людей говорю. Мгм. Они закрыли этот портал и остановили этот процесс. И то, что было информационно записано, автоматически тоже закрывается, какой-то непрогляд идет. Потому что я иду вокруг, я вижу, что там какие-то есть информационные таблички, как диски, но если я приближаюсь, там вообще пусто, ничего нет. И они не двигаются, они статичны. Стоят как Мгм. никакого влияния не чувствую. А посмотри на счете 3, когда проходят Парад парады. Там есть какое-то есть, воздействие на людей, которые от есть. самого мавзолея, или есть какие-то технические средства, которые влияют на... Да, я поняла. Смотри, люди, толпа людей, техника идет, и идет вибрация, динамика, идет какой-то резонанс такой очень низкого вибрационный, и он начинает энергии вот как-то забаюкивать, вот как-то Мгм, мгм, начинает двигать. И внутрь, вот я бы сказала, мавзолей, он как колокол становится. мгм, Вот он звенит внутри, тоже низковибрационно. И вот именно в тот момент он как-то немножко проявляется. И я бы сказала, может, еще 2-3 дня он еще звенит, мгм, но мгм. потом гаснет. Да. Хорошо.
Каков главный ключ или послание, которое Мавзолей как оккультный объект хранит для понимания своей истинной роли в прошлом, в настоящем и в будущем? Вот единственное, что я могу считать, вот стоя рядышком, что каждое тело должно быть предано огню. По законам Вселенной, неважно, что кто говорят, единственное, огонь, она снимает все магические привязки и отпускает душу на волю. Все остальное — это есть заложники, заложники душа и заложник, и вот кости тела, оно тоже как э, динамы, которые Мгм. собирает Гавах, собирает и пропускает через себя и распространяет вокруг, отравляя и пространство, и людей, и землю. И все, что происходило на Земле, разные цивилизации, разные системы верования, всегда работало на то, чтобы поработить человека, Мгм. поработить душу. Что должны люди извлечь из этого исследования нашего, что любое тело, которое используется, мертвое тело, которое используется, оно будет использоваться как какой-то магический инструмент для воздействия Э, на сознание. Это так? Я бы так сказала, что каждый человек, он услышит свою истину, и он должен доверять только своему Самому себе, своему... сердцу, Мгм. своему сердцу. Неважно, что мы говорим, неважно, что телевизор говорит. Каждый находит свою ячейку, свой рупор внутри себя. Если, если у человека есть такое же намерение и понимание мира, как у нас, он услышит, что мы имеем в виду. Другой обозлится и скажет, что это все ерунда, и это его правда тоже, и она имеет право быть. Но одно, что если отключить ум и включить сердце, каждый поймет, что кости на Красной площади, кости в костелах или в церквях — это есть некротика. А некротика — это есть нижние энергии, это есть темные энергии. А за темными энергиями стоит темные сущности. Потому что Творцу, свету не нужны кости. Ему нужна душа, ему нужна радость, любовь, ему нужны светлые энергии. И если кому-то надо поклоняться, это значит, что ты поклоняешься не свету, потому что свету поклоны не нужны. Он не требует поклона, да. Он даже ничего не требует. Просто ты приходишь к нему со своим светом и любовью, говоришь: благодарю, что я есть, и благодарю, что ты есть. И никто ни от кого ничего не ожидает. А вот эти объекты — это кормушка, да. Хорошо, хорошо, Джулия. Теперь на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения для каждого из нас. 1, 2, 3. А сейчас я начну выводить тебя из этого состояния.
твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненной энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, мысли четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Джуля, как твои ощущения? Очень хорошо, благодарю. Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, вы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренне благодарна Джулии, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. Всего хорошего. До свидания.